Итак, дамы и господа, сегодня я тот, кто ни секунды не сидит на месте, как вы видите, постоянно разгоняясь в погоне за неким счастьем, которое всегда видится мне где-то там, за поворотом. Я постоянно приговариваю себе: ну вот выйдет новый альбом, и вот тогда я буду поистине счастлив. Или вот разведусь, или женюсь, или перееду в другой город, и тогда уж точно буду счастлив. Узнаваемо, не правда ли? Маэстро, будьте добры, бросьте перчатки своих пальцев на клавиши вашего фортепиано и подарите нам мгновение ласкающей печали. Прекрасно. И, как всегда, нет слов, чтобы описать вашу фантастическую виртуозность. И задумчивость сама собой втекает в голову. Итак, дорогие мои, понятно, что за поворотом мы вряд ли найдем то, что ищем, верно? Потому что там больше из того, что окажется в поле нашего зрения, так это новый поворот. А за ним еще один и еще, и так, скорее всего, будет без конца, верно? И, вероятно, правы те из продвинутых психотерапевтов, что говорят об эмоциональной недокормленности в детском, или точнее в ручном периоде нашей жизни, когда всех нас туго пеленали и оставляли засыпать в одиночестве, формируя тем самым ощущение счастья не как естественного присутствия, но как цели, которой надо обязательно бежать, стремиться, выслеживать и в определенный момент успеть схватить, иначе мама опять уйдет, и мы опять останемся одни в темноте зарешоченной кроватки. И вот оно, это глубоко запрограммированное чувство тревоги, которое, как утверждают эти продвинутые мыслители, является естественным следствием эмоционального голода. И теперь, уже став взрослыми, мы постоянно чувствуем это смутное беспокойство, словно что-то неуловимое, и тем не менее самое важное утеряно нами навсегда. И это выражается в необъяснимом убеждении, что мы можем быть счастливы, только заработав или украв очередной миллион. И вот желаемое уже почти достигнуто, и счастье вот-вот обрушится на наши головы. Стоит только купить вот эту игрушку, потом эту, и, наконец, вот эту, ну и вот эту тоже. Но сколько бы мы ни насыщали свои карманы, мозги и желудки, творится что-то странное. Как все мы знаем, мы продолжаем хотеть еще большего чувства сытости, еще большего богатства, власти, славы, еще больше любви, до тех самых пор, пока все достигнутое изобилие не приводит нас к осознанию тотальной опустошенности, уже ничем не утолимой пресыщенности и тоски. И это так забавно звучит, верно? Что у истоков всей этой невероятной пустоты и боли и всего-навсего младенческое желание засыпать на руках у матери, некогда просто неудовлетворенное. И понятно, что в 16 лет совершенно нормально думать, что счастье где-то впереди, за поворотом 18-летия, что в 30 оно совсем рядом, стоит только решить квартирный вопрос, поменять вас на иномарку и затянуть в постель вот эту грудастую красотку. Но вот нам уже за 40, а от того, что уже должно быть в избытке, почему-то нет и в помине. И мы опять и снова, и уже в который раз скользим ненасытным взглядом по витринам мира. А это самое необходимое опять где-то там, за поворотом. И вот ранним утром, через несколько дней мне уже должно исполниться 30 лет. Я еду, как вы видите, со своей женой Глорией в машине. Она за рулем, я же, погруженный в раздумья, невольно засыпаю. И снятся мне, вы не поверите, но мои собственные похороны, которые проходят в часовне Золотых Полян в Лондоне. Алтарь украшен огромным, сделанным из белых роз лебедем в память о первом моем хите «Верхом на белом лебеде», ну вы помните. Отдать последние почести приходит очень много людей, как вы видите, все те, кто знал меня близко, и те, кто просто любил таким, какой я есть.
среди обслуживающих церемонию сам Дэвид Боуи. И вот он уже произносит красивую, несколько даже пафосную речь, но говорит, тем не менее, очень простые и даже банальные вещи, что счастье не где-то там, что оно всегда здесь и сейчас, что оно радость очень простых чувств, и что я, оказывается, знал это лучше других. И для меня слышать это во сне, честно скажу, такой большой сюрприз, ведь я совсем не знал ничего подобного. И более того, никогда даже не задумывался об этом. Как и все, всю свою жизнь бежал непонятно куда, за вечно ускользающим призраком. И это так странно, что люди запомнили меня человеком, который знал про счастье больше, чем они. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio.